Мне особенно приятно сегодня поприветствовать от имени ректора Российского государственного гуманитарного университета Ефимовича Пивовара, члена-корреспондента Академии наук, вас здесь сегодня на этой конференции. К сожалению, он находится за рубежом, участвует в заседании комиссии по трудным вопросам между историками России и Польши, и он сегодня позвонил, еще раз передавал всем свои приветственные слова, но, к сожалению, лично он присутствовать не может. Между тем, как вы знаете, Ефимович очень активно вовлечен в все возможные виды взаимоотношений между Азербайджаном и Россией не только в практическом плане, но и в теоретическом плане. Как вы знаете, недавно вышла его монография, посвященная истории отношений между Россией и Азербайджаном. Первое. Ну и в практическом плане, вы знаете, он является президентом Российско-азербайджанского общества России. В 2010 году прошел форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Азербайджана. Это все проходило в Баку. И РГГУ продолжает очень активно заниматься как теорией, так и практикой, так сказать, улучшения взаимоотношений и реализации, так сказать, всех стратегий развития отношений между Азербайджаном и Россией. Конечно, сегодня конференция чрезвычайно современна и своевременна. То, что мы буквально недавно отметили 96-ю годовщину со дня основания самой первой демократической республики на Востоке, это очень важно, актуально, и мы считаем, что организаторы выбрали правильное время. Ну и хотелось бы отметить, что, конечно, это была первая республика, которая была построена по европейским канонам парламентской республики. Хотя на трехцветном флаге страны гармонично сочетались и сочетаются тюркизм, ислам и европейское начало, но вот именно парламентские основы, на которых строилась республика Азербайджан, она, конечно, отличала, эти основы отличали все остальные, так сказать, государства Востока. Как вы знаете, в апреле 3-4 апреля на торжественных мероприятиях, сказать, посвященных, вы знаете, знаменательной дате, а именно восстановлению дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, выступил наш министр иностранных дел Сергей Лавров и отметил важность наших, так сказать, взаимоотношений. Как известно, отношения между Россией и Азербайджаном не замыкаются только на политических, так сказать, моментах. Естественно, мы говорим о бурном росте экономического сотрудничества. Примеры. В прошлом году, в 2011, товарооборот между нашими странами достиг рекордных $3 миллиардов. Это колоссально. Ну и, конечно, каждый год появляются новые проекты, появляются новые участники торгового сотрудничества. Как известно, Азербайджан вложил в Россию $500 миллионов. Это значительная сумма. Азербайджанский капитал появляется в России, работает на юге России. Российская сторона приветствует, естественно, такое движение и стремится поддержать смелость, готовность азербайджанских бизнесменов и даже в какой-то степени их способность и готовность рисковать. Ну и, конечно, мы гуманитарный университет, поэтому нас интересует развитие отношений в гуманитарной сфере. И здесь, по-моему, нет более тесных и более теплых отношений у России, кроме как с Азербайджаном. Вы знаете, что несколько форумов интеллигенции прошли с совершеннейшим успехом в Баку, и вот сейчас осенью намечен очередной, уже 3-й по счету форум интеллигенции, который вышел за рамки двух государств, и он вновь, конечно, соберет тысячи приглашенных с самых разных уголков мира. Для нас, для русского человека, для души, для русской, Азербайджан настолько близок. Он близок своим теплом, он близок своей щедростью, своей распахнутостью и готовностью помочь. И вы знаете, когда мы думаем, кто же на самом деле сейчас, после проведения Евровидения, кто же оказался нам, вы знаете, ближе всех в плане культуры, оказывается, все-таки на самом деле Азербайджан настолько естественно, гармонично вписывается в современный ландшафт, европейский современный ландшафт России, что мы просто воспринимаем его как, не знаю, ближайшего родственника. В первую очередь хотел бы отметить высокий уровень наших двусторонних отношений, которые достигли стратегического уровня, характера. Это в первую очередь, конечно же, заслуга наших руководителей. Руководителя и в первую очередь незабвенного Гейдара Алиевича, представительство фонда которого в России сегодня является организатором фактически нашего мероприятия.
и одним из самых главных инициаторов. Гайдар сыграл, несомненно, самую основную роль в установлении сегодняшних дружеских, теплых стратегических взаимоотношений между нашими странами. Все помнят его знаменитую фразу, когда он сказал, что в России часть моей души. То есть это действительно слова, в которые он вложил очень большой смысл. Российская Федерация является основным соседом Азербайджанской Республики. И последние инициативы российского руководства в плане мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта еще раз подтверждают дружественный характер российского государства. Трудно переоценить роль как Российского государственного гуманитарного университета, так и многих деятелей азербайджанской, российской культуры, которые делают очень много для развития этой основной, я бы сказал, даже одной из самых основных составляющих наших двусторонних отношений. В отношениях между Азербайджаном и Россией, как азербайджанско-российские отношения, если говорить в контексте становления азербайджанской государственности, истоки ее, конечно, как сегодня сказали, уходят в далекое прошлое, но близкое к нам. Но они всегда как бы компоновались вот по трем основным направлениям. Первый блок – это, безусловно, был гуманитарный блок, потому что он был связан с тем, что даже до революции ни одна другая, будем так говорить, часть Российской империи, а в последующем республика, не могла как бы похвастаться тем, что на ее территории живет столько русских. И за всю историю Азербайджана, и этим можно похвастаться, не было ни одного конфликта на национальной почве вплоть до 1988 года. Наверное, это единственный город, столица Азербайджана, Баку, где представлены абсолютно все конфессии мира. Я ни одной столицы Союзной Республики не знаю, где было 4 синагоги, например, да? Я не знаю ни одной республики бывшей нашей, где бы было столько русскоязычных школ. Азербайджан всегда занимал первое место, не одно из первых, а первое место по количеству русскоязычных школ и по той толерантности отношений именно между азербайджанцами и русскими. И этот гуманитарный блок сегодня, он выливается в такие отношения, как отношения между тем большим количеством азербайджанцев, которые живут, в частности, и в Баку, и в Москве, и на территории Российской Федерации. Тут, конечно, есть над чем работать и посольству, и Азербайджанскому конгрессу, и другим структурам, но эта проблема зыждется на хорошем фундаменте, и она должна иметь хорошие плоды. На втором месте, безусловно, это проблема образовательная. Всегда считалось в советское время престижным закончить русскоязычную школу в Баку и приехать учиться в Москву. И тут, конечно, мы должны низкий поклон в сторону Гайдара Алиевича сделать, что он создал в те годы так называемый внеконкурсный набор. Люди учились там, сдавали экзамены там и приезжали сюда продолжать учебу в ведущие вузы тогда Москвы, Российской РСФСР, сейчас Российской Федерации. Экономический блок, он основан опять-таки на великолепном фундаменте и дореволюционного времени, и советского периода. Все присутствующие, наверное, хорошо знают, что Азербайджан занимал первое место в мире по объемам реализации виноградарской винодельческой продукции. Наверное, в городе Москве и в любом уголке России не было человека, который не знал бы, что такое Агдам, например, да? Вот. А на территории Советского Союза было 78 филиалов Азвино. Ни одна другая виноградарская винодельческая республика не могла похвастаться этим. Конечно, после развала Союза пошла приватизация, и этот экономический блок, он сегодня оставляет желать лучшего, но на втором месте после этого была овощная продукция. Ранние овощи и фрукты с территории Азербайджана на территории России, они тоже занимали такое доминирующее положение. Но сегодня это все связано с таможенной сферой,
с такой товарно-ценовой политикой, маркетингом, тоже колоссальный объем работы. И если вот как бы интегрировать вместе гуманитарную сферу, образовательную сферу и экономическую сферу, сегодня мы на уровне государственности имеем большой провал, связанный с правовыми проблемами. У нас во всех этих сферах нужно, засучив рукава, работать с такой целевой установкой, чтобы в будущем это все получило должное место как в России, так и на территории Азербайджана. Мы сегодня имеем хорошую динамику. Сегодня много русских граждан России приезжают учиться в Азербайджан. Это хороший фактор, но его надо развивать. И поэтому мы сегодня, конечно, хотели бы, чтобы сегодня были азербайджанцы в Российской Государственной Думе, или, если по Конституции, это законодательное собрание Российской Федерации, чего мы, к сожалению, не имеем так, как мы это хотели бы иметь. Мы приглашаем россиян, которые должным образом хотят участвовать в международных наших отношениях, становиться членами Милли Меджлиса Азербайджана. Мы это тоже могли бы приветствовать. Поэтому, может быть, пользуясь вот этой площадкой, мы хотели бы сказать, что во всех этих трех направлениях, гуманитарной, образовательной, экономической, мы должны работать. И работать усердно во всех трех направлениях. И между администрациями президентов, и аппаратами правительств, и законодательных наших собраний, для того, чтобы мы могли бы сказать, да, очень комфортно азербайджанцам сегодня в России и не менее комфортно русским на территории Азербайджана. Для того, чтобы эти наши российско-азербайджанские или азербайджанско-российские отношения на уровне государственности имели бы тот эффект, который желали бы иметь как российская сторона, так и азербайджанская сторона.